Всем привет! Под моим обзором на руль PXN V10 люди писали множество комментариев, и все они были очень разные. Кто-то писал, что руль очень классный и хороший, другие же называли его слабым закосом на Logitech. Но, тем не менее, бренд PXN уверенно выходит на рынок рулей, и сегодня мы с вами посмотрим на руль PXN V12 Lite. И что самое интересное, если этот руль покажет себя достаточно хорошо, то, возможно, он станет заменой моему Trustmaster T300. Но что еще не менее интересно, так это то, что данный руль на Direct Drive. Перед тем, как мы начнем, хочу еще немного сказать про упаковку. Все вот эти вот коробки пришли мне в одной большой коробке. Между этими коробками все было в поролоне, то есть при всем желании это повредиться никак не могло, и за это большой PXN плюс. Ну и теперь давайте не будем долго томить и перейдем к распаковке. Поскольку данный руль является по большей части симрейсерским, то у него отдельно в коробке база, отдельно руль и отдельно педали. И вместе получается такой вот бандл. Поэтому давайте мы с вами начнем сначала с базы. Давайте мы откроем эту коробку. Здесь прям очень такой толстый слой поролона, поэтому я думаю, даже если сотрудники службы доставки будут пинать эти коробки, то с вашим рулем все равно ничего не случится. Внутри коробки все вот таким вот образом упаковано. Обратите внимание, насколько аккуратно, насколько все вот лежит на своих местах. Просто вот у каждой детальки свое место, и я прям уже начинаю получать кайф от распаковки. Здесь у нас лежит документация, я так понимаю, это инструкция, связанная именно с базой от руля. Далее, после инструкции здесь лежит вот такой вот кабель питания. Он подключается к блоку питания. Сейчас я вам его тоже покажу. Вот, собственно, сам блок мы вот так вот соединяем. И эта часть уже идет в саму базу от руля. И также здесь уже, сейчас посмотрим, собственно, провода, тоже которые подключаются к базе. Также в комплекте идет вот такой вот USB адаптер. При помощи него можно сконнектить руль с приставкой. Кстати, руль совместим с PS4, PS5, с Xbox One и Xbox Series X и Series S. Ну и, естественно, с компьютером. И самое главное, это... О, я не подниму так просто. Так, сейчас я ее достану. О! Я не сказала еще про то, что в комплекте идут болты и шестигранник для крепления. Мы продолжаем доставать. Фу, я еле достала эту базу. Во-первых, опять же, поролон, очень хорошая упаковка. Настолько крепко все держит, что мне прям силу пришлось прикладывать, чтобы достать эту базу. Но плюс еще я как бы достаточно хрупкий человек, поэтому мне действительно тяжело было ее достать. Боже, это замечательное средство самообороны в моем случае. Она очень тяжелая, она прям нереально тяжелая, прям увесистая. У меня аж руки дрожат держать ее в руках. На задней части базы находятся разъемы для подключения шифтера, геймпада, педалей, для подключения к компьютеру, разъем для питания и разъем под названием «Стоп». Если брать дословный перевод с инструкции, то это разъем для аварийного выключения. Я предположила, что может быть это разъем для того, чтобы установить туда кастомный ручник, но я не уверена, поэтому свое мнение пишите в комментариях. Ну и также тут кнопка включения и выключения базы. Также помимо разъемов на задней части базы находится вот такое вот окошко с вырезами. Все дело в том, что в этой базе есть система активного охлаждения, и через вот это окошко будет выходить горячий воздух, когда вся база будет греться. Не будем далеко уходить от базы и посмотрим на крепления, которые идут в отдельной коробочке. Давайте посмотрим, что у нас лежит здесь. Тут, конечно же, болты, два шестигранника. Очень прочные такие вот металлические опоры для крепления. Ну и при помощи данных креплений мы будем крепить базу к столу. Далее распакуем коробку с рулевым колесом. Здесь лежит инструкция к рулевому колесу. Далее очень-очень маленький, прям крошечный шестигранник и какая-то наклейка. Там руль, посмотрите, ну точнее рулевое колесо, вот в таком вот
бархатном, ой, в бархатном очень приятном мешочке. Смотрите, ой, приятно так. И вот, собственно, само колесо. Нереально красивое. Боже, сколько здесь разных кнопок. 4 подрулевых лепестка. Кстати, такие прям они основательные. Прям намного они увереннее, как будто бы, чем на PXN V10. Здесь также 2 вот таких вот тумблера. Я думаю, что это все предназначено как раз-таки под Формулу-1, Assetto Corsa, потому что руль заточен под симрейсинг, поэтому тут можно вот так вот всячески настраивать свою машину через руль, я предполагаю. Вместо привычной нам с вами крестовины здесь вот такой вот стик. На нем написано меню, его можно двигать, опять же, вот вверх, вниз, вправо, влево, и также нажимать как кнопочку. Оплетка руля состоит из эко-кожи, очень приятный на ощупь материал, и также очень ровная, красивая строчка. И последнее, что лежит в этом наборе, это вот такой вот маленький провод с USB на Type-C. На самом руле находится разъем Type-C для того, чтобы мы могли через этот провод подключить его к компьютеру, потому что все дело в том, что обновление происходит напрямую через руль. И, кстати, диаметр данного руля 30 сантиметров. Это больше, чем у всех моих предыдущих рулей. Теперь мы с вами распакуем последнюю коробку с педалями. Здесь у нас такая металлическая подставка. Далее опять инструкция. Набор с болтами, шестигранниками и с гаечным ключом. Провода для подключения педалей. Это, кстати, очень интересная деталь, это кастомная пружина, при помощи которой можно сделать тормоз более тугим, если вам это нужно. И, собственно, первая педаль. Кстати, все материалы сделаны из металла, ничего пластикового я пока что не нашла. Вторая педаль и третья педаль. Анбоксинг мы закончили, и сейчас уже я буду переходить к сборке и к дальнейшим тестам руля. Но что хочется сказать перед тем, как я начала тестирование, слушайте, руль выглядит очень сложно, очень интересно. Тут даже у педалей свои мат-платы. Это все сейчас нужно будет подключать. Я надеюсь, это не займет у меня много времени. И в целом, у меня никогда такого руля не было. Он выглядит очень основательно, очень он тяжелый, особенно вот база, да, база очень увесистая. И знаете, пластика вообще нет. Ну, то есть, да, вот здесь вот немножко пластик. Это не пластик. Пластика нет, все. В общем, все детали металлические, все такое качественное. И он в разы, вот в миллион раз отличается от PXN V10, по крайней мере, в плане сборки, в плане материалов, в плане упаковки. Это какой-то другой, новый уровень. Я уже прикрепила базу к столу, вот таким вот образом это выглядит. Конструкция довольно-таки крепкая, поэтому держится все на столе уверенно. Теперь хочу показать вам, как легко устанавливается рулевое колесо. Для этого достаточно просто для начала попасть в пазы и надавить. Все. Вот так вот уверенно держится колесо. Собственно, не отпадает, все прям очень уверенно держится. Но для того, чтобы баранку снять, нужно просто подтянуть вот это вот золотое колечко на себя. И все. Вот благополучно снимается. Вот, собственно, я и собрала педали и руль. Что касается педалей, они довольно легко собираются, инструкция подробная и понятная. Педали напрямую подключаются к ПК, и если вы, например, захотите использовать их с другим рулем, то вы просто спокойно напрямую к компьютеру их подключите, и все. В этом плане нет никаких проблем. Далее радует меня то, что пластины вот эти можно регулировать по высоте, так как вам удобно. Также здесь вы можете, например, открутить педаль сцепления и подвинуть педаль газа и педаль тормоза к центру в случае, если вы, например, играете только на автомате. Да и в целом вы можете регулировать педали под себя, как вам удобно. Но есть минус, который я не могу отметить.
угол наклона педалей мне кажется слишком большим, он почти 90 градусов, и именно его отрегулировать нельзя, или, по крайней мере, я не разобралась, как это сделать. Если я не права, то поправьте меня в комментариях. Также у меня осталось достаточное количество болтов, я так понимаю, педали вместе с рулем можно прикручивать к кокпиту, если вам так захочется. Тут PXN учел разные варианты эксплуатации этого бандла, и я считаю, что это очень хорошо. И так же, как в PXN V10, руль можно регулировать по высоте, всего тут 4 уровня высоты. Перед тем, как перейти к тестам в игре, стоит упомянуть и саму настройку руля. Подключив его к ПК, вы можете сразу начать играть, без дополнительных настроек. Но для более точной и продвинутой настройки руля я рекомендую приложение PXN Racing, которое устанавливается на ПК. Кстати, в моем обзоре на PXN V10 для настройки руля я использовала мобильное приложение PXN Wheel. Данный руль можно настраивать и с ПК, и с мобильного телефона. Оба приложения идентичны, разве что на мобильной версии присутствует русский язык, но и через ПК тоже все понятно. В приложении PXN Racing и PXN Wheel можно досконально настроить руль. Например, задать на ту или иную кнопку руля кнопки с клавиатуры. Можно менять угол поворота руля от 90 до 1600 градусов. И как вы видите, тут есть подробная настройка обратной связи. Вообще, я планирую подробно пройтись по данному приложению и выпущу на эту тему отдельный ролик. Далее можно настроить педали и шифтер, а также можно выключать и регулировать силу охлаждения руля, откалибровать руль, если вдруг сбилось положение, а также вернуть настройки по умолчанию. Чуть не забыла, можно менять цвет RGB панели на руле. В общем, в это приложение мы вернемся в следующем ролике. Теперь мы переходим к тестам в игре и начнем, как всегда, с ETS 2. Первое, что хочется отметить, это шум руля, а точнее его полное отсутствие. Он максимально тихий, повороты руля не сопровождаются звуками, лишь изредка я слышу небольшие посвистывания, исходящие от самой базы. Сейчас у меня выставлено 900 градусов поворота, максимальный градус поворота руля у PXN 1600 градусов. Руль очень плавно идет, люфтов я не заметила. Диаметр рулевого колеса, кстати, 30 сантиметров. В целом, в ETS играть на этом руле довольно приятно. Те же ощущения у вас будут и в ATS, и в прочих других спокойных симуляторах. А теперь самое интересное. Данный руль я сравниваю с Thrustmaster T300 и хочу сказать, что PXN V12 Lite, на мой взгляд, интереснее и приятнее ощущается в игре. Руль более плавный, обратная связь лучше и глубже, и в целом данный руль как-то поприятнее ощущается в игре. Но что касается педалей, хоть пластину педалей и можно регулировать по наклону, сами педали имеют очень высокий угол, что лично мне кажется неудобным, и в целом педали будут на любителя. Тут уж нужно попробовать и самостоятельно делать выводы. А теперь перейдем в Assetto Corsa Competizione, ведь все-таки данный руль должен отлично подойти для симрейсинга. У меня уровень новичка-любителя, поэтому к моему стилю вождения, пожалуйста, не придирайтесь, мы все-таки оцениваем руль. Многое тут зависит от пресета, то есть от настроек вашего руля, и в ассете этот руль уже полностью себя раскрывает. Руль тяжелый, усилия в нем очень много, и мне, если честно, было довольно тяжело управлять им после своего Thrustmaster. Тут нужно подгонять руль индивидуально под себя, потому что мне он норовил сломать обе руки во время заезда. Обратная связь лично меня устроила, у меня не было подобных рулей на Direct Drive ранее, поэтому я оцениваю из своего опыта. Фидбэк хороший, все дорожные неровности и прочие нюансы руль передает четко и ясно. Теперь подведем итоги. Руль PXN V12 Lite получился очень интересным, не без своих особенностей. Рулевое колесо качественное, обшитое эко-кожей, приятно держать в руках, и оно имеет много кнопок.
Из минусов это достаточно шумные верхние подрулевые лепестки. К базе вопросов нет. Отличное расположение разъемов подключения и возможность полностью отключить все провода для удобного перемещения руля. Удобно крепится и надежно держится. Имеет систему охлаждения, правда не бесшумную. Настройки обратной связи также отличные, их можно регулировать под себя, как вам удобно. Сама же обратная связь очень информативная и приятная. Педали. Тут, конечно, сложнее. Сами педали сделаны хорошо, крепкие, надежные, с резиновыми накладками против скольжения, но минусом является высокий угол постановки самих педалей. Если вы не используете кокпит, где можно изменить угол наклона педали, то играть, просто поставив их на пол, будет неудобно. Это лично мне так показалось. Для себя я нашла выход и подключила педали от PXN V10, и все работает отлично. В общем и целом руль мне понравился. Сделаю ли я его своим основным на данный момент? Думаю, да, сделаю, но заменив родные педали на педали от V10. Ссылку на данный руль я оставлю в описании к покупке, конечно же, рекомендую. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Впереди нас ждет много контента с данным рулем, поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех вас люблю, целую, обнимаю и всем пока. Девка за рулем.